Еще раз добрый вечер, дорогие светличные друзья. Сегодня у нас тема продолжается, связанная с омоложением. В прошлый раз мы рассматривали зеркало Исиды как систему, которая настраивает нас на более молодой лад. А сегодня у нас другое изделие, называется «Золотая маска». Но они как бы продолжают одну и ту же тему, связанную с что мы омолаживаем и зачем. Потому что, когда говорят об омоложении, ну что подразумевается? Ну, время вспять, наоборот, время запускаем, и все идет наоборот, да, то есть, но если мы запустим время вспять, как бы абсолютно аналогично, да, то есть, как бы так же, как бы, то мы придем к тому, что у нас будет, как бы, что там, память стираться и так далее, то есть, как бы, вот память, бывает, стирается у людей, когда они уже в возрасте, но мы как бы хотим по другому пути, да, то есть фактически, когда говорят об омоложении, почему-то все говорят только на самом деле о теле, да, то есть тело, вот чтобы оно было молодым и все. Вот, но мы опять же забываем, что у нас есть еще душа. Вот. Но вообще мы живем в таком мире, который все время состоит из противоречий. Да, то есть как бы мы их все время разрешаем. То есть мы что-то делаем, у нас какие-то возникают препятствия, мы их преодолеваем, потом у нас новые препятствия, мы их новые преодолеваем. То есть как бы возникают какие-то противоречия между тем, что в наших отношениях. То есть мы вступаем в какие-то отношения, обнаруживаем там противоречия, потом их пытаемся разрешать. Какие противоречия, ну, могут быть, да, то есть как бы, ну, вот там единственная боевая противоположность, как нас в диалектике учили, там, да, то есть и так далее, да, то есть как бы в диалектической логике они рассматриваются, эти всякие противоречия. Вот, ну, там, отцы и дети, и всякие другие, как бы, противоречия, которые возникают в процессе нашей жизни. Но чтобы их разрешать, как бы, есть разные тактики, разные варианты, да, то есть как бы, ну вот обычно говорят, это как некая игра, да, то есть, но если игра, то тогда может быть кто? Один выиграл, другой проиграл. Ну, как бы не очень хороший, как бы, вариант, да, то есть, ну, если я выиграл, а кто-то проиграл, то возможно, что в следующий раз я проиграю, если кто-то другой, если мы играем в такую игру, да, то есть говорят. Ну, бывают вот компромиссы, когда мы вроде бы выигрываем каждый, да, но по чуть-чуть, как бы не полностью вот всю выигрыш себе забираем, мы как бы взяли выигрыш и поделили поровну, ну, или не поровну, или как бы там в какой-то другой пропорции. И в конце концов мы пришли к какому-то результату, да, то есть говорят тогда выигрыш и выигрыш, но это компромисс называется. То есть когда чего-то мы хотели, какой-то ресурс получить, то мы его целиком себе не смогли забрать, а мы только его вот частично. Вот. Но и бывают другие стратегии, да, то есть когда мы выходим из противоречия без потерь. Ни одна сторона, ни другая не теряет, а наоборот приобретает. И одна сторона приобретает, и другая. В конечном итоге мы получаем гораздо больше, чем имели до того, как в некую вот противоречие в это вступили. Ну вот мы видим это в технике на самом деле. Часто происходит, когда вдруг какое-то изобретение какое-то делается, которое вдруг коренным образом что-то меняет, и вот разрешается какое-то противоречие, появляется новое решение. На основе чего оно обычно происходит? Да? То есть на основе того, что удается из каких-то локальных связей, да, выйти на более другой уровень, более высокий. И там уже как бы появляется решение задачи, которая является частным случаем для нас, да, то есть как бы, а есть общая задача. Вот мы эту задачу общую решили, то когда наша задача становится частным случаем, и множество еще других задач одновременно решается. Поэтому это вот стратегия, когда выигрывают все. Но вот эти, когда выигрыш всех, он подразумевает, что это всегда изменения, связанные с выходом на другой уровень сложности, да, или на другой уровень мерности. И мы здесь говорим о изделиях светлицы. Это как изделия, которые помогают нам наращивать мерность и пытаться разрешать противоречия как раз вот в таком выигрышном варианте, когда мы за счет объединения каких-то подсистем или систем или надсистем можем выйти вот на другой уровень и получить решение задачи, как появление некой функции, да, которая нам необходима
Но тем не менее мы эту функцию получаем, а ресурсы при этом не теряем. Так вот, какое противоречие мы разрешаем с помощью золотой маски? То есть здесь противоречие связано опять же, ключевым противоречием, которое существует в нашем мире у человека. Это противоречие между материальным и духовным. Ну, то есть, когда мы говорим об омоложении, о времени вспять, и подразумеваем, что у нас есть тело, которое надо бы, чтобы оно стало помоложе, покрепче и поздоровее. Вот. Но часто забываем, что у нас есть другие части – разум и душа. Но вот как раз душа, почему часто не воспринимается? Потому что мы себя отождествлять начинаем вот с нашим телом. Хотя мы здесь, как в прошлый раз мы говорили, являемся таким перекрестком. Да? У нас есть линия тела, у нас есть родители, которыми были, да, то есть еще дедушки, прабабушки и так далее. То есть у нас есть что-то в прошлом, какие-то родовые связи, и есть настоящее, это вот наше тело, и что-то в будущем. Да? То есть и передача идет через геном, да? То есть как бы через кодоны, которые у нас есть в нашем ранее. Здесь идет соединение папы с мамой, да, получение новых качеств, передача их в будущее. И наша задача, одна из основных, это получение, передача вот этого, то есть прошлого в будущее чего-то, как минимум, да, то есть без искажений. Хотя это не всегда получается. Мы знаем, есть наследственные заболевания там и так далее. То есть человек вроде бы должен быть здоровым, а у него что-то вот в геноме поломалось, и он болеет уже сразу. Еще только родившись. Или какие-то гены вдруг перестают работать, и это проявляется, да, как наследственное заболевание. То есть есть такая еще раздел науки, называется эпигенетика. Да, то есть она рассказывает нам, как происходит влияние среды на наш геном. Потому что под действием окружающей среды наши гены тоже изменяются. Ну, то есть не то, что они сами по себе изменяются, изменяется их взаимодействие в организме, потому что не все гены включаются, да, то есть могут быть одни включаться, другие выключаются, там как бы у них есть сложные цепочки отношений, когда они реагируют на изменения внешней среды. И поэтому внешняя среда может привести к тому, что какие-то гены у нас вдруг выключатся, а какие другие, которые наоборот включатся, а это, в общем-то, нам может быть и не надо. Да? То есть, как бы, ну, те же аутоиммунные процессы, когда вдруг начинает человек болеть какими-то заболеваниями, иммунная система начинает сама себя разрушать, разрушать свой собственный организм, воспринимая его как чужеродный, это часто вот связано как раз с тем, что генетический аппарат неправильно реагирует на изменения окружающей среды. Почему это может происходить? Ну, потому что, опять же, у нас, кроме вот нашей части, вот этой линии вещественной, есть еще невещественная линия, да, то есть наши, как говорят, воплощения. То есть есть как по восточной там религии, по некоторым другим, и даже в христианстве это было до какого-то там собора в 900 году, когда идею реинкарнации отменили и сказали, нет, это вот неправильная идея, мы ее больше не будем рассматривать. Но говорят о бессмертной душе. Но если душа бессмертна, значит, мы вот, она до того, как мы родились, она была или не была, наша душа? И после того, как мы умрем, если она бессмертна, значит, она будет всегда. И что она будет делать, эта душа? Какие у нее там цели, задачи она будет решать? Да? То есть, как бы, как мы можем ей помочь в том плане, чтобы наша душа решала задачи, те, которые нам надо. Да, то есть, как бы, значит, как соединить, опять же, тело и душу. Вот есть такое произведение «Портрет Дориана Грея», да? Может быть, фильм даже был такой, когда подарили одному молодому человеку картину, вот, на которой он был изображен, ну, прекрасно, как бы у него внешность и так далее. Вот. А молодой человек вел себя, прямо скажем, не очень хорошо в этой жизни, всякие преступления совершал и так далее. И в конечном итоге на нем это не сказывалось, на его внешнем виде, а вот картина все время все было все ужаснее, 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 на ней вот отражалось то, что происходило у него внутри. То есть вот этот вот портрет как бы отражал его внутреннюю сущность. А вот благодаря этому портрету, как бы у него такой вот разделитель был, да, то есть в виде портрета, и на него, на внешность это не переносилось.
Но ведь у каждого из нас, да, то есть как бы есть вот шрамы на душе. И поэтому, когда мы занимаемся своей внешностью и пытаемся омолодиться чисто вот механистически, да, то есть как бы подразумевая, что у нас есть только тело, мы будем там использовать какую-то косметику, какие-то там маски, какие-то что-то там делать, процедуры какие-то различные, там массажи и прочее. И забываем, что у нас есть вот эти компоненты разум и душа, то мы получаем как бы кратковременный эффект. Ну, многие знают, да. Пока кремом пользуешься, ну, вроде бы что-то там на лице. Стоит только отменить его, сразу что-то в наличности, что-то изменилось. И наличности стало в кармане меньше, потому что часть потратили вот на вот эту процедуру. Поэтому вопрос возникает, что надо бы хорошо бы заняться тем, чтобы не только косметические процедуры делать не только для тела, но и для души. Поэтому вот это вот изделие маска, зеркало, да, то есть они как раз вот для этого и предназначены. Ну, о зеркале, как оно работает, мы в прошлый раз говорили. Вот. А сегодня мы вот разговариваем о таком изделии, как золотая маска. И это изделие для нас играет важную роль, потому что оно пытается согласовать, да, то есть наше тело и нашу душу в рамках их взаимодействия с тем, чтобы снялись вот эти противоречия между телом и душой, и мы перестали мучить свою душу, начали вот как-то потихонечку на нее реагировать и начали ее восстанавливать. Поэтому в первую очередь, когда человек пользуется золотой маской, он может понаблюдать, что же у него с душой происходит, как она, какой отклик находится от использования этой маски в его душе. Ну и вот почувствовать, и как происходят, какие процессы, да, и как они на лице проявляются. То есть это не значит, что теперь надо все время жить с этой маской, все время ее носить, но периодически можно к ней обращаться и ею пользоваться. У нее две части есть, да, то есть одна вот такая, не видно тут, не этот, да, вот, у нее тут, у некоторых есть резинка, там у старых моделей вот здесь у нас, да, то есть, а у некоторых повязки, то есть она накладывается. Лучше всего это делать лежа, чтобы она не съезжала, то есть как бы мы легли, наложили на эту маску, можно какой-то там крем нанести или еще что-нибудь, и начинаем вот эту процедуру. Настройки, сонастройки тела и души в вот этом вот взаимодействии с маской. Почему она у нас на лице? Ну, потому что мы хотим в первую очередь, чтобы у нас опять же наличности стало побольше, с одной стороны, а с другой стороны у нас здесь как бы есть вот одна чакра, да, то есть как бы у нас есть горловая чакра здесь задействуется, потому что у нас вторая часть, она накладывается вот таким образом на шею. Да, то есть и здесь у нас еще есть щитовидная железа, тимус чуть пониже, то есть все основные системы, которые работают на наше тело. Вот. Но главное, опять же, почувствовать, что происходит с душой. В душе должен появиться отклик на эту душевную процедуру. Потому что душевные раны, они вот зарастают очень трудно. Это, можно сказать, такая психологическая процедура. Да, то есть такой домашний психолог. Потому что, когда говорят о психических, например, расстройствах, да, как таких людей называют? Ну, говорят, душевно больные люди. Да, то есть, как бы, вот психика, когда она расстраивается, из-за чего она расстраивается? Что есть вот какое-то противоречие. Человек воспринимает мир только вот как бы ограниченно, в виде только материального сопровождения его, а его душа где-то потерялась в потемках и не в состоянии оказывать на него влияние. Ну и в целом можно сказать, что золотая маска, она выстраивалась именно такая, как система согласования другого уровня. Да, то есть как бы вот есть тело, есть душа, и важно было найти способ соединить как некую одну грань и другую грань, да, как бы вот они разделены чем-то.
Да, то есть как бы как некая есть преграда. И идея ее возникла, этого изделия, когда мы были в Шри-Ланке, и там ездили мы к такому объекту, который назывался «Конец света». «Конец света», он чем был интересен, это место? Тем, что ты идешь, вроде идешь по какому-то месту, там то джунгли, то какая-то там место типа такой саванны такой, и идешь, и вдруг доходишь до места, где есть ответственная стена. Ты на ней стоишь и смотришь, опа, а дальше идти некуда. Дальше конец света, потому что как бы то, что там есть, оно где-то уже там далеко в глубине. Вот, поэтому как бы возможность соединения совершенно разных как бы линий жизни, как бы вот через вот эту структуру, ну как бы такая задача была поставлена именно там. Она как бы идея родилась, что можно этим заняться. И как раз там мы тогда сфотографировали там несколько интересных растений, которые там росли, как вот слепок такого вот места. И потом эту структуру уже использовали для настройки генератора, для того, чтобы вот эту структуру проявить. И потом это ну, с работой насчет вот этой применения маски, Борис Евгеньевич делал такую работу. Он ее делал сначала с Ириной Кулебин, а потом делал ее с Машей. Наша Маша. Вот. И там как раз золотую маску использовали в этой работе. Для того, чтобы можно было вот как раз такое согласование реализовать. Тут вопрос возник, если с этими целями применяешь другие методы, будут ли они входить в противоречие друг с другом? Например, не понял, какие методы, о каких методах идет речь? Не, ну, соединение с душой, оно можно по-разному происходить, да, то есть, как бы, мы вот, например, в прошлый раз мы говорили о применении зеркала, да, то есть, применении эффекта обращения волнового фронта для того, чтобы можно было настроиться, опять же, на свою собственную душу, но через свет своих глаз. Здесь мы используем немножко другое, да, то есть, мы как бы используем тоже световые части, но только которые более распределенные, да, то есть, у нас есть горловая чакра, у нас есть лобная чакра, у нас здесь еще теменная чакра. Мы как бы вот то, что вот эти три высшие чакры, они как раз у нас больше отвечают за душу. Вот если рассмотреть чакровую систему, то у нас есть там 7 чакр, допустим. Ну, если мы 7-чакровую рассматриваем. Ну, я к тому, что да, что не должны мы вступать в противоречие. Так вот, за что отвечает каждая чакра? Ну, красная чакра отвечает у нас за именно само тело, за ее физическую часть. Чисто физическое тело – это у нас красное, да? Оранжевое – это тоже тело, но это система размножения наша, да? То есть самые жизненные силы, то есть, да, взаимодействие с себе подобными – это у нас желтая чакра. То есть это взаимодействие с другими людьми, как бы вступание в некие социальные отношения. Есть следующая чакра – это зеленая, да? То есть вот зеленая считается это чакра души. Да, то есть потому что душа у нас, она как бы вот такая посередине, если мы берем, да, то есть и там высшие чакры уже пошли, да, то есть горловая, голубая, лобная у нас синяя и фиолетовая это теменная, да, то есть это уже разум, да, подсознание, сознание и надсознание. Вот здесь мы как бы вот пытаемся использовать вот эти три части разума, подсознание, сознание, надсознание, для того, чтобы через разум, да, то есть привести вот в это в соответствие нашу душу, тело, но опять же и разум, потому что у нас три компонента есть. Если мы рассмотрим там матрицу развития, то здесь мы как бы видим отдельные их системы отношений, как бы здесь они как бы проявляются в этой маске, как бы заложены все части вот этой матрицы, как ее разные стороны. Но каждый человек по-разному взаимодействует с маской. Вот мы сейчас начнем с ней взаимодействовать. Давайте мы сначала посмотрим, у кого она есть в физическом плане. Поэтому если она как бы вот, ну, натуральная, как бы не в виде картинок, которая была сделана, а вот исходная, да, то есть как бы вот
таком материальном плане, да. Поэтому у кого есть, вы мне в чате напишите, поставьте плюсик. Я тогда буду знать, сколько у нас масок есть в наличии. Да, 5 у нас есть масок. Отлично. Хорошо. Значит, вот мы будем с ними сейчас взаимодействовать. Но мы как будем взаимодействовать? За счет чего мы можем с ними взаимодействовать и говорить об эффектах омоложения, каких-то других обращений времени и так далее. Потому что вот когда мы говорим об взаимодействии тела, души, разума, мы говорим о взаимодействии во времени. Ну, давайте посмотрим вот еще раз на матрицу развития. Да? Значит, смотрите, да, вот есть разум, душа и тело. Да, то есть, как бы, и когда они друг с другом взаимодействуют, они друг друга обучают разным типам отношений. Да? Разум разумности обучает, да? Душа чувствительности, тело обучает телесности, да, или обладательности. Соответственно, при их взаимодействии возникает производная их отношения, да, как возможность обучения и выход на другой уровень. Да? То есть это вот разные их производная. Если мы говорим по душе, у нас душа тела получается, да, то есть душа разума еще. Вот. Если мы говорим о теле, то есть есть тело души, душа становится более телесной, да, то есть или разум души, когда появляется дополнительная чувствительность о том, что мы говорим, как интуиция проявляется, да, то есть как бы, если разум тела, это бескатастрофность, возможность выходить из катастрофных ситуаций, да, то есть душа тела – это экспертность, когда мы можем взаимодействовать, вступать в эксперт-операторные отношения, когда мы должны иметь и экспертность, и что еще, и быть еще ментальным конструктором, да, то есть как бы это тело разума у нас должно хорошо работать. Вот. Но это мы же также хорошо должны делать не только с точки зрения настоящего, но и будущего, да, тогда душа разума у нас появляется как возможность попадания в будущее и открытия предвидения. Почему мы говорим о времени? Потому что тело – это наше прошлое, душа – это настоящее, разум – это наше будущее. Да? То есть как бы мы можем заглядывать с помощью разума далеко в будущее, и тем самым мы можем его направлять. Да? То есть, соответственно, если мы рассматриваем различные траектории движения в прошлом, настоящем, будущем, видите, у нас, если появляются у нас как бы разные оси координат. Вот по душе у нас связано с телом, душой и опять разумом. Одна ось координат, да, то есть как бы есть другие оси, которые свернуты, да, то есть как бы, то есть там порядок другой нарушен. Ну, допустим, мы по вертикали идем. Да, у нас есть тело, душа, опять разум, да, вот смотрите, и у нас еще одна ось, да, у нас есть вот опять разум тела, душа и опять разум, да, то есть как бы проявляется. Тут у нас появляются разные векторы во временных связях. И, соответственно, мы можем ходить уже как бы гулять туда-сюда, и, соответственно, используя вот эту матричную структуру, мы в состоянии начать каким-то образом со временем взаимодействовать и решать какие-то ситуации, которые нам, допустим, были невозможно решить до этого. Но это, опять же, возможно, если у нас используются все компоненты, и тело, и душа, и разум, а не только что-то одно. То есть если мы развиваем только тело, это мы получаем односторонний объект. Поэтому вот, как бы структура этой матрицы, она заложена и отображена вот в этой вот золотой маске. Поэтому, когда мы ее пользуемся, мы как бы вот эту структуру матрицы развития в себя начинаем вбирать и начинаем обеспечивать вот это согласование тела, души и разума, но только уже через вот взаимодействие вот этих чакровых наших систем, когда мы говорим, что мы можем разные части нашего разума использовать для вот такой сонастройки. То есть мы настраиваемся через ментальный свой конструктор, но пытаемся опять согласовать тело и душу. Вопрос, где у нас душа находится? Ну, как бы на уровне сердца, да, то есть в сердце надо душу в груди. Но у некоторых, например, она в пятках, да, говорят, душа ушла в пятки. Страшно стало, значит, она может куда-то перемещаться. А некоторых, она, говорят, она где-то там в районе мочевого пузыря. Да, то есть, ну, там, сходил в туалет, и на душе полегчало, говорят.
Вот. Но поэтому она как бы у каждого в своем месте может находиться, но она как бы распределена вот в теле как некий дух, который в нас вошел во время нашего рождения, да, то есть или до рождения, и теперь вот мы с этим духом существуем. Но то, что этот дух родился гораздо раньше, чем наше тело, то, в общем-то говоря, мы об этом не помним и не знаем. Но нам, в общем-то, на данном моменте это может быть и не важно. Нам важно, что у нас есть такая модель, да? Модель взаимодействия со временем через матрицу развития, когда мы можем взаимодействие с этой матрицей реализовать вот через золотую маску. Да, то есть поэтому мы сейчас попробуем вот, ощутить, где же у нас эта душа. Да, поэтому мы сейчас будем пытаться взаимодействовать. Вот у нас у каждого человека есть удивительная способность взаимодействия с другим человеком через свет. Да, то есть все мы светимся, вот, но очень часто это взаимодействие на самом деле происходит неосознанно, человек не чувствует этого, вот, но он может среагировать, например, да, на свет другого человека, у него вдруг родилась мысль какая-то, но он думает, что она у него родилась, а на самом деле она не родилась, она к нему в голову пришла, потому что она родилась у другого человека, а через вот эти световые связи она к нему пришла, и он говорит: о, осенило. Но она осенила другого человека, у него, а может быть и там тоже мысль пришла, то есть она где-то откуда-то взялась, где-то витала, да, как некий дух, и вот вошла в человека. Вот, поэтому люди на самом деле все телепатически друг с другом связаны. И в результате этого, это с одной стороны хорошо, мы можем сонастраиваться друг на друга, да, то есть и можем этот свет использовать как некий конструктор, который как часть нашего духа, да, то есть мы же вот излучаем этот свет, то есть эта часть нашего духа из нас выходит и вокруг распространяется. То есть мы как бы вот окружены таким вот светящимся шариком разной плотности, разной как бы он конфигурации может быть, но тем не менее он вокруг каждого человека существует. Да, то есть и вот этими шариками мы можем взаимодействовать. Но мы взаимодействуем, когда в нас что-то входит, мы же тоже этого не чувствуем и не понимаем, да, то есть как бы мы вот вдруг стало грустно, ни с того ни с сего, да, то есть как бы почему, непонятно, что-то навинуло, а что навинуло? А рядом оказался вот человек, который тоже грустит очень сильно, да, он как бы вот транслировал вам это свое состояние. Или, может быть, вот есть души, которые не отошедшие, да, то есть эти души, которые, ну, как бы, вот человек умер, а душа его не может подняться туда, куда ей надо, вернуться, вот, выйти из этого мира, да, то есть, как бы, и она вот гуляет где-то, создавая такой определенный фон, может быть, негативный, да, может быть, позитивный, кто его знает, смотря как человек жил. Вот, это уже может войти в другого человека, да, говорят, поселенка и так далее, да, то есть как бы, и получается, что мы все время как бы нашими душами как бы друг друга касаемся и можем наносить на самом деле друг другу травмы, да, то есть как бы неосторожным словом, неосторожным взглядом, неосторожным действием человек начинает обижаться, да, то есть как бы придумывать себе какие-то ситуации, которые, у меня один был такой знакомый армянин, и вот он что-нибудь напридумывает себе, как бы, и, ну, обижаться. А я ни сном, ни духом, как бы, я не знаю, что он там себе такое в голове. Такое чувство, что он весь смурной ходит какой-то. Начинаешь его выпытывать, наконец что-то тебе выдал, что где-то, когда-то ты вот что-то как-то вот так вот неосторожно что-то сказал, а он подумал, что это вот, что это и про него. Вот. Хотя контекст был совсем другой. Вот, поэтому люди вот могут обижаться, пытаясь переложить как бы вину самого себя на другого человека, да, то есть за свое непонимание, за свою невозможность адекватного реагирования. Мы ищем, кто виноват. Ну, и всегда найдем тех, кто рядом, они самые виноваты. Поэтому вот тем, кто рядом, больше всего и достается. Потому что они тут рядом, если что-то не так, на них можно выплеснуть. А надо как раз наоборот. Вот наоборот, надо как раз проявлять душевность к тем людям, которые рядом. И эта душевность требуется проявлять как бы вот максимально эффективно, да, то есть как бы не гасить порывы души. Да, захотелось человеку сказать приятное слово, возьми и скажи. Захотелось ему там
сделать доброе дело, возьми и сделай, да, то есть как бы, причем как порыв такой, раз и сделал, и сразу хорошо и тебе, и другому. Или хотя бы, если этот человек далеко, ну, возьми там мысленно с ним пообщайся, поговори и так далее. Вот, поэтому очень важно, чтобы наша душа, она могла себя проявлять в душевности, да, то есть как бы, ну, как душу отвести? Ну, хотя бы в душ залезть и в душе побыть. И в душе уже полегчает, когда человек чувствует, что ему совсем плохо. Смыть в себя вот это вот накопившуюся грязь, накопившийся мусор, который где-то мы... Не зря же он душем называется, да, то есть как бы не как-то с душой, наверное, связан. Но прежде чем мы сейчас начнем что-то делать, да, делать мы будем опять же с помощью света. Но если вопросы есть, вы включайте микрофон и задавайте вопросы. То есть, что значит с помощью света мы будем что-то делать? Опять же, мы будем пытаться через свет, да, войти в контакт с другим человеком, да, то есть как бы направить его туда, к экрану, почувствовать его, да, то есть чтобы нам обратно этот свет вернулся и принес нам об этом человеке какую-то информацию. Его свет к нам тоже приходит. Ну, например, мы можем вот эту модель использовать, что у нас вот есть руки, которые тоже светятся. Обмен веществ с применением маски тоже нормализуется. Ну, смотря как ее применять, опять же, если активно применять, настраиваясь на свои системы, да, иммунные это и так далее. Да? Значит, ну давайте попробуем вот сейчас настроиться друг на друга. Кто у нас тут участвует? Включайте экранчики. Мы сейчас попробуем по парам. Паранормально повзаимодействовать, да, то есть как бы, чтобы у нас мы могли ощутить вот этот вот контакт, душевный контакт через свет. Да, то есть, поэтому давайте, ну, мы сейчас вот, кто у нас сейчас включится, кто включится у нас экранчики, тех парами сейчас и будем объединять. Значит, что у нас есть, да, то есть как бы есть свет, да, то есть, но этот свет, это имеет определенную структуру, временную структуру, он распространяется только в пространстве, но и во времени, да, то есть поэтому так как мы с вами все современники, да, то есть то мы можем настроиться вот через время, а не через пространство, да, то есть и для настройки у нас есть три принципа, да, которые мы можем реализовывать здесь, да, то есть три принципа для эксперт-операторных взаимодействий, для взаимоусиления. Первый принцип – принцип контакта. Вот у нас он реализован, потому что мы здесь как бы наладили контакт вот, визуально через вот это наше поле зума и через вот те структуры, которые присоединены, бионет там и так далее. Да? То есть у нас контакт существует. Второй принцип – принцип симпатии. Но если мы включили экранчик, то мы готовы взаимодействовать, значит, как бы вот этот принцип, я считаю, что у нас реализован. Да? То есть мы это как бы достаточно симпатично друг другу, чтобы вот как-то пообщаться. И третий принцип – принцип подобия. Да? То есть как бы мы друг другу подобны, мы никогда не будем делать другому то, что мы не хотим, чтобы сделали мне. Почему этот принцип очень важен? Потому что мы говорим о взаимодействии. Мы говорим, когда о светлицах, мы говорим не о воздействии светлиц там, на что-то и так далее. Мы говорим о том, что светлицы помогают усиливать взаимодействие, да, то есть людей друг с другом. И мы взаимодействуем на чем? На структурном уровне. Так как у нас есть некий там где-то центральный процессор или что-то там, гипер какая-то многомерная вселенная этих структур, через которую мы все друг с другом связаны. И вот мы напрямую как бы через этот мир сейчас будем с вами налаживать контакт. Поэтому мы возьмем как бы вот ладошку, да, то есть как бы, ну сначала мы ее как бы вот настроим, ладошечки наши, да, то есть как бы почувствуем их друг друга, да, то есть как бы и попробуем ощутить, как бы вот между ладошками у нас есть связь. Это не просто как бы вот мы потерли, да, и мы ощущаем, как резиночки такие, да, то есть как бы вот они как такая, ну, может быть, как некая среда такая вязкая между ними, да, то есть мы можем их чувствуем, как они натягиваются. Вот мы можем уплотнить эту среду, ужать, да, то есть как бы она стала более плотненькой такой, уже как шарик такой надутый. Можем опять ее взять, растянуть, и опять почувствовать, что она такая тянущаяся, как бы вот. И вот мы ощутили вот как бы вот эту связь друг с другом, вернее, с руками пока, собственными руками, да. А теперь мы как бы вот этот шарик, вот его сделали, возьмем в одну руку, да, как бы, и попробуем вот
друг другом, другой рукой другого человека соединить, с которым мы сказали, да, то есть как бы вы берете и соединяете, вот, ну, как бы то есть на расстоянии, как бы понятно, что вы не вплотную, а вот вы и прилепили. И у вас получилось, что как бы склеенные вы получились, такие световыми волокнами, у вас руки склеены друг с другом, да, то есть как бы, и вы эту связь вот начинаете как бы вот слушать, да, то есть как бы ощущать. И вот давайте как бы понастраиваемся вот этой вот световыми вот этими шариками друг на друга. Попробуем ощутить вот эту связь, как бы вот прилепили, отлепили, и начинаем как бы вот руками играть, да, то есть и слушаем, как у нас рука может, чувствуем, что прямо сама начинает ходить, как бы мы ею даже и не пытаемся двигать, а она сама начинает у нас двигаться. Мы ощущаем, что вот эти вот ниточки световые, они нас начинают, нашу руку перемещать, да, то есть как бы вот и мы так ощутили, да, то есть почувствовали, вот видите. Это как бы вот эта вот настройка наших душ друг на друга. Мы через вот этот свет друг друга можем вторую руку присоединить, как бы, да, вот как бы две руки. И начинаем вот ощущать, да, вот эти ощущения. О чем говорит вот это вот наше взаимодействие? О том, что мы можем быть близкими на любом расстоянии. И у нас нет необходимости бояться этих расстояний. Вот. Настроились, да? Хорошо. Пока опускаем руки. Я еще раз подчеркиваю важность, как бы вот, казалось бы, ну что мы тут такого поделали? Да ничего, вроде бы вот немножко руками помахали. На самом деле мы здесь смогли почувствовать вот эту вот структуру времени, да? Структуру времени, через которую мы обеспечили вот эту связь. Почему это важно? Потому что мы с помощью вот этой связи можем начинать использовать ее для того, чтобы в этом мире структур что-то проявлять, то, что нам надо. Мы всегда говорим, когда у нас начинается вебинар, вы ставьте себе задачи, да, то есть запросы и так далее. А дальше мы начинаем конструировать из времени и из света как бы некую коллективную какую-то картинку. Если вы эту задачу себе поставили, то эта задача начинает потихонечку притягивать нужную структуру из мира структур. Да, то есть как бы и она вливается вот в эту общую, да, кучу. Как бы один одну подтянул структуру, другой другую, третий третью. Но я, например, не в состоянии какой-то структурой повзаимодействовать, если я один. Да? То есть у меня нет качества с ней взаимодействия. А у другого человека она есть. Она ему не нужна, а мне надо в этот момент. И в этот момент мы вот через вот такие световые связи мы начинаем как бы обеспечивать коллективное участие. Да? То есть мы формируем уже не просто какое-то там индивидуальное взаимодействие, да? То есть мы формируем сеть, ну или бионет. То есть мы начинаем сетевые связи использовать для настройки на этот мир структур. И тогда я через другого человека, через взаимодействие с ним, вот через вот этот экран, я могу настроиться на новое качество, которое я могу к себе притянуть для того, чтобы моя задача могла решиться. Но здесь мы сейчас ставим еще общую задачу, да, настройки нашей души, залечивание наших душевных ран с помощью золотой маски. Почему? Ну, потому что мы часто себя здесь обижаем душевно, сами себя и обижаем, потому что мы говорим, да ладно, я вот сейчас тут немного помучаюсь там на этой работе, которая мне не нравится, но зато вот уж потом как-нибудь я это все наверстаю, там, вот. А потом времени уже не хватило на что-то, да, то есть я вот там сейчас буду работать на работе, ходить целыми днями, детям не уделяю времени, да, то есть как бы, а потом оказалось, что дети выросли, и вот эта неуделенность их, вашего внимания, вашей любви, она потом сказывается на их жизни, потому что они дальше это качество переносят другое. Поэтому мы сейчас пытаемся вот в этом взаимодействии, да, то есть как бы мы настраиваемся на общую
картину. Давайте еще раз руками как бы опять попробуем соединиться, да. Теперь мы уже, ну, у нас есть парные, да, связи, которые мы настроили, да. Теперь как бы вот эти парные связи мы начинаем соединять уже в более широкую картинку, да. Мы как бы начинаем вот так вот руками чего-то тут рисовать, да, то есть как бы и настраиваемся уже на вот общий поток световой, да, то есть ощущаем его как вот такие волокна и ниточки, да, то есть вот как вяжут разные там платки, да, то есть как бы какие-то коклюшечки передвигают там с места на место, туда-сюда, сюда, и получается замечательный платок. Или спицами, да, то есть как бы там вяжут, кажется, а у нас вот много спиц, у каждого по 10 спиц как бы в руках, да, то есть и вот мы можем различные узоры вязать. Это вот мы как бы такую сделали настройку на вот нашу задачу по настройке нашей души. Значит, сначала те, у кого есть вещественные маски, да, то есть которые их имеют, что они сделают? Они их наложат на себя, то есть это не фотография. То есть сначала у нас экспертами будут... Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас включу музыку. Мы будем такую ретро-музыку использовать, там, которая из далекого прошлого к нам будет приходить. Вот. И те, кто в масках, они закрывают глаза и просто сидят и слушают, что с ними происходит. Какие-то картинки возникают, какие-то ассоциации, где в теле что-то откликается. То есть слушают везде. Потому что маска на лице, а на самом деле происходить будет везде, во всем теле. Потому что вот стыковка, она может быть самая разная. Да? То есть как бы психосоматические связи, они будут сейчас как-то выцепляться и проявляться. Что делают остальные? Остальные, как бы, да, то есть сейчас будем мы как бы вот пытаться вот почувствовать вот этих людей, которые у нас в масках сейчас там, да, то есть как бы, и мы будем вот как бы пальчиками, да, то есть как бы вот эти световыми волокнами, да, вот как бы своими, да, то есть гладить их душу и тело, и разум, да, то есть как бы, и мы пытаемся не только как бы, ну, вот одного человека, другого, третьего мы видим, да, то есть мы пытаемся взаимодействовать с ними, со всеми, да, то есть как бы и слушаем, представим, что у нас вокруг есть множество таких вот световых нитей, как бы вот здесь у нас такая световая, ну, гусли, можно сказать, да, световые гусли, на которых мы сейчас будем играть. Да, то есть как бы и у нас будет звучать музыка, будет звучать вот эта светомузыка, которую вы будете сейчас создавать, и вы начинаем вместе играть. Если чувствуете, что вам тесно как бы сидеть, вы можете встать и подвигаться, как бы вот пространство большее захватить, как бы там, ну, у кого как, какие возможные ощущения вы там будете ловить. Но мы работаем сейчас вот с той шестеркой, которая у нас имеет сейчас вещественные маски. А потом мы то же самое сделаем наоборот, только уже с вот этими, которые через фотографии кто сделал, да, то есть как бы понятно, да? Ну, давайте сейчас, секундочку, настроим. Немножко у нас как бы вот погрузились в масочное шоу. Шоу масок. Значит, сейчас пока с маски сняли, которые были. Вот. И как бы, почему у нас вот тема еще возникла «Золотая маска»? Если вы вспомните, вот Наташа Зайцева написала информацию по предыдущему нашему вебинару, связанному с зеркалом. И там прозвучало, что там куча золота у нас где-то там стало доступным. И мы с ним активно взаимодействуем. Есть возможность как бы вот с этими золотыми нитями времени, да, настроиться на них и с ними повзаимодействовать. Значит, вот мы сейчас как бы вот это продолжаем эту же самую тему, да, то есть погружаясь в отношения связи с золотом, да, то есть как с неким элементом, который очень, с одной стороны, редок на Земле, а с другой стороны, он самый устойчивый из всех элементов, которые есть. У него такая структура. Атомный вес 197, вот, у золота. И золото, оно олицетворяет, с одной стороны, материальный мир, да, то есть как бы как там, золотой телец, там все как бы поклонения ему, там как бы и так далее. А с другой стороны, это
аура, да, аурум имеет он, да, то есть аура, аурум это как бы вот что-то другое, другая линия, да, то есть как бы вот связанная с линиями нашей души, да, то есть с нашим светом, светом нашей души, который мы можем проявлять в виде уже душевного и светонаполненного, ну, душевной светонаполненной реализации. Поэтому мы вот эту тему сейчас будем развивать, да, то есть у нас теперь есть еще часть участников, которые имеют маски другие, сделанные с помощью фотографий. И вроде бы золота там нет на этих фотографиях, да, то есть там вроде бы цветочки какие-то, но структурно они соединены с этой структурой золотой маски, причем даже самой последней моделью ее, которая у нас есть. Да, то есть, опять же, более высокой мерности, через которую мы продолжим сейчас взаимодействие с нашей душой и согласование, да, то есть попытаться выйти на уровень еще более высокой мерности с тем, чтобы вот это согласование тела, души и разума у нас произошло более эффективно. И не только у нас, да, то есть как бы, которые здесь участвуют, а у других людей, которые здесь нету, но которые тоже с нами связаны с Бионетом, а может и не связаны с Бионетом. На самом деле с Биоинтернетом все связаны. Ни одного человека нету, который бы не был связан с Биоинтернетом. В силу того, что мы находимся здесь, как в отображении мира структур нашей реальности, и с этим миром структур мы так или иначе взаимодействуем. Да, то есть мы сюда представлены как бы проекция некой многомерной сущности, может быть, многомерной души, но вот которая немножко не хочет вспоминать почему-то свои предыдущие воплощения. Почему? Потому что чего-то не хватает. Опять же, мерности не хватает. Не хватает мерности, чтобы весь этот поток в себя впустить. И вот через взаимодействие со своей собственной душой и телом вот в рамках вот этой вот процедуры мы попробуем настроиться с тем, чтобы то, что мы делаем в этой жизни, оно было душевным, да, наполнено душевным теплом, и, соответственно, проявлялось хорошо. Потому что, когда мы уходим с линии души, да, то есть у нас начинаются проблемы. Что-то где-то ломается, что-то где-то происходит неточное, начинаются болячки всякие и так далее. Это как раз и есть следствие. Если что-то где-то заболело, надо остановиться и подумать, что я где-то делаю не так. Где моя душа напрягается. Да, то есть в чем? Может быть, в отношениях с родителями. Надо посмотреть, что там я такого неправильного делаю. Потому что родители – это те, кто привели нас в этот мир. Это наша линия вот, нашего тела. Да, то есть если тело нас говорит, сигнализирует нам о том, что что-то где-то не так, надо в первую очередь туда обратить внимание. Наши дети – это тоже линия нашего тела. Надо на них обратить внимание, где мы проявляем какую-то нечуткость душевную и так далее, то есть по отношению к ним. Почему они не чувствуют этого? Почему они не могут нам вернуть вот это душевное тепло, которое мы вроде бы на них тратим? Может быть, опять же, мы где-то зацикливаемся на каких-то материальных вещах, которые, забывая, что у нас все-таки душа, она в первую очередь. Но не в первую очередь, потому что здесь мы как раз и говорим, что нету противоречия. То есть не надо мучить тело для того, чтобы там, добиться просветления там, и так далее. Как иногда говорят, надо вот себя в аскетических процедурах уделать свое тело, и тогда уже душа точно проснется. Да она от ужаса, как бы, конечно, может быть, тут воскликнет, что какой кошмар. Меня тут в такое привели в состояние, что я уже скоро и выйду из этого тела. Не хочу я в нем в таком теле находиться, замученном. Вот. Поэтому мы говорим, что нельзя противопоставлять тело и душу. Да, то есть и тело, и душа, когда они вместе, когда они двигаются к одной цели, когда есть целостность тела и души и разума, когда у нас цель намечена, мы тогда добиваемся колоссальных успехов. У нас тогда ничего нас не может остановить, никаких преград нет. А когда мы начинаем слушать как бы только чисто материальную часть или там какую-то другую, да, то есть как бы вот если мы начинаем слушать духов, которые извне к нам что-то говорят, но это неправильно. Это значит, что мы что-то теряем. Да, то есть как бы у нас должно быть вот со всех сторон мы должны находиться в радости. И вот это мы как раз радость пытаемся сейчас ощутить. Радость отношений со своей собственной душой и с душами других людей. Потому что это все равно отображение чего-то более многомерного общего.
настройка на вот эту. Если мы можем настроиться на душу другого человека, то, возможно, мы сможем настроиться на свою душу, которая жила в другое время. Значит, теперь давайте меняем дислокацию. Значит, теперь те, кто делал фотографии, да, то есть у кого они есть, пытается тоже как там пристроить на своем лице и на шее. Говорю, можно прилечь, если, чтобы не мешало. Вот. А можно сидя, ну как вам удобно. Людмила у нас даже взялась, двигалась в маске, и было так удобнее. То есть как вам хотите. То есть можно лежать, можно сидеть, можно двигаться, то есть как покатит, да, то есть как бы как у вас потребно, как тело начнет откликаться, на что оно будет настраиваться. Значит, лучше глаза будет тогда закрыть тем, кто будет сейчас в масках. Это, конечно, жарко, да, то есть как бы, но я надеюсь, вы немножко потерпите. И будем делать, опять же, то же самое. Те, кто уже в масках побыл, значит, те сейчас будут также вот играть на струнах световых, как бы вот этих вот световых гуслей, да, то есть и выдавать там вот эту светомузыку, которая будет направляться вот к тем людям, которые сейчас будут в масках, и мы как бы вот вместе с ними настраиваем их вот в систему тела, души, разума, помогаем им настроиться. Сонастройку делаем. И своих как бы состояний, и внешних. При этом наблюдаем, какие процессы происходят у нас самих. Не просто там руками машем, да, как бы, а как откликается вот это вот взаимодействие с этой золотой маской, когда мы можем вот так вот себя вести. Что нас ведет, да? Что заставляет двигать наши руки, что заставляет двигать наш разум, душу в этот момент, да? То есть как бы мы только сами по себе, или мы чувствуем, что мы вот частью чего-то более общего, да? То есть какая-то вот есть такая могучая световая душа, с которой мы взаимодействуем. Мы ощущаем, что мы просто части этой души. И вот мы ее настраиваем себя и других как бы вот на это взаимодействие с этой душой. Понятно, да? Ну, давайте тогда сейчас опять включим музыку и продолжим. Ну вот, немножко полетали. Значит, ну давайте немножко переведем дух. Вздохнем поглубже. И выпустим его. Ну и теперь давайте попробуем обменяться ощущениями, впечатлениями. Вот у нас было две части. Сначала опросим тех, кто был в масках. Ну, как бы по первой части. На самом деле может выступить каждый, что он тут наблюдал и ощущал, когда он происходило с ним, да? То есть люди были в маске, а я с ними взаимодействовал, и у меня были такие мысли, ощущения, вот, об этом можно рассказать. Вот, и потом наоборот. Как бы, ну, сначала по одной части, потом другой. Кстати, вот у нас только сейчас выпал один участник, было все время нас 27. Вот, как бы прямо-таки матрица развития, да, то есть там кубик 3 на 3 на 3 будет 27. Вот, а таких кубиков 4 получается 108. То есть вот давайте мы послушаем, кто у нас чего расскажет. Какие были ощущения, наблюдения, состояния. Потому что когда мы проговариваем что-то, то это у нас как бы процесс продолжается, и мы можем на что-то усилить и акцентировать с тем, чтобы провести его еще более эффективно. Ну что ж, большое спасибо всем участникам. Рад с вами был опять увидеться.